как диктовать моду. А вы хотите сами стать законодателем моды? Ведь раньше оставалось лишь обращать внимание на то, как одеваются другие, и стараться идти в ногу с модой. Но вам не приходилось задумываться, кто эту моду создает. Так вот, мода рождается не в салонах ведущих кутюрье, они ее только подхватывают. Новые веяния моды создаются людьми, относительно свободными от маятников. Эти люди руководствуются только своими независимыми суждениями и предпочтениями, поэтому становятся законодателями моды. Они одеваются так, как им подсказывает сердце, и попадают в яблочко. Потом эта идея подмечается другими, подхватывается и спонтанно распространяется. Если слепо следовать моде, можно основательно изуродовать свой внешний вид. Если вы понаблюдаете, то обнаружите элегантных людей, одетых совершенно не по моде. Зато сразу видно, в этом что-то есть, и никому в голову не придет обвинить их в немодности. И наоборот, сплошь и рядом встречаются существа, разодетые по всей моде, но на них жалко смотреть, потому что это им совсем не идет. Подражатели слепо идут по пути внутреннего намерения, к чужой цели, определенной маятником моды. Они не задумываются о своих предпочтениях и подчиняются правилу маятников «делай, как я». Здесь хочется вспомнить французскую поговорку «Не бойся выглядеть немодным, бойся выглядеть смешным». Внешняя сторона моды – это стиль, а внутренняя сущность – это то, что идет именно вам в контексте данного стиля. Необходимо только четко себе представлять, чего вы хотите, выглядеть модно или выглядеть элегантно. Это не одно и то же. А что, по-вашему, лучше? Можно вырядиться даже совсем не в духе своей эпохи, в какое-нибудь жуткое ретро. Но если это ваше, все умрут от зависти. Вы уже, наверное, догадались, что следование моде есть не что иное, как участие в игре маятника моды. Веяния моды быстро появляются и быстро исчезают. Это одни из самых недолговечных маятников. Нет ничего страшного, если вы оказались под его влиянием. Главное, чтобы вы это понимали и извлекали из моды выгоду для себя, а не просто отдавали ей дань. Вы без проблем можете создать свой маятник моды. Делается это очень просто. Вам необходимо отвернуться от маятников и повернуться к себе. Поставьте себе цель выглядеть интересно и элегантно. Конкретизировать ничего не нужно. Просто ходите по магазинам и присматривайтесь к вещам в соответствии с вышеприведенной методикой. Забудьте про текущую моду. Обращайте внимание только на чувства, которые вы испытываете, когда смотрите на вещь. Отключите свой аналитический аппарат. Перестаньте думать, сравнивать и рассуждать вообще. Как только вы поймали себя на том, что пытаетесь рассуждать и анализировать, сразу прекращайте этот бесполезный процесс. Слушайте шелест утренних звезд. Скорее всего, сразу у вас ничего не получится. Дайте себе неопределенное время и откажитесь от желания реализовать свою цель. Ведь если у вас ничего не выйдет, вы ничего и не потеряете. Освободите себя от обязанности добиться цели. Сбросьте важность и отпустите хватку. Просто ходите и глазейте на вещи, примеряйте их ради любопытства. Доверьтесь течению вариантов. Полезно будет одновременно крутить в голове слайд вашей цели. Однако это не должна быть конкретная картина о том, как вы выглядите. Слайд должен состоять из ощущений, которые вы испытываете, когда привлекаете внимание и выглядите элегантно, интересно, своеобразно. Откажитесь от желания найти что-нибудь вычурное, из ряда вон выходящее. Экстраординарность вовсе не является гарантией успеха. Поверьте, вам и так предстоит сделать для себя неожиданные открытия. Спустя некоторое время вы обязательно обнаружите какое-нибудь оригинальное, своеобразное решение. Как только единство души и разума будет достигнуто, то испытаете ни с чем не сравнимое чувство. Это будет смесь удивления и восторга. Вы сразу это поймете, но не скажете себе «это то, что нужно». Вам захочется воскликнуть что-то вроде «не может быть», «обалдеть». Вот так вот. Ваши возможности ограничены только собственным намерением. Секрет успеха заключается в том, что вы освободились от влияния маятников и пошли своей стезей. А что делают маятники, когда видят, что на небосклоне восходит новая звезда?
Как вам известно из предыдущей главы, они ее зажигают. Им просто больше ничего не остается, как сделать из вас звезду, то есть своего фаворита. Маятники стремятся все держать под контролем, поэтому они вам даже помогут. А если повезет, вы создадите свой маятник и станете его фаворитом. Все сказанное, конечно, относится не только к одежде. Те же принципы можно применять ко всему, что вы делаете. Это роскошная привилегия быть собой. И это как раз та привилегия, которую может себе позволить каждый. Но вот отваживаются на это лишь единицы. Причина здесь лишь в одном: сильная зависимость от маятников. Им нужны послушные марионетки, а не свободные личности. Остается только понять это, освободиться от ненужного влияния и стать собой. Другими словами, ваш разум должен внести в список своих обозначений такую простую истину: каждый владеет драгоценным сокровищем, уникальностью своей души. Каждый человек носит в своем кармане ключ к успеху и тем не менее не пользуется этим. Пусть ваш разум возьмет душу за ручку, поведет ее в магазин и позволит ей самой выбрать игрушку. Единство души и разума такая редкость, что это можно буквально выгодно продавать. Все шедевры культуры и искусства – суть проявления этого единства. Звезды становятся звездами только потому, что людей интересует то, чего им самим не хватает – единство души и разума.